Всем привет! В этом видео покажу 10 домашних растений, которые особенно легко укореняются весной. Их можно и нужно размножить, омолодить на милые подарки, обмены, всем на любование. Успейте получить пышные кустики к лету. Самый простой и быстрый способ укоренения черенков колиуса – это поставить их в теплую воду. Укореняются они в воде круглый год, но весной укоренение происходит просто мгновенно. Верхушечные черенки колиуса от 5 до 15 см укореняются за 3-5 дней, а промежуточные за неделю. Сложно укоренить одревесневшие черенки колиуса. Традисканция нанук требует особого подхода в выращивании. Чтобы омолодить растение и попробовать еще раз вырастить симпатичный куст, я укоренила верхушечные черенки в воде. Лучше всего выбирать черенки по 10 см, которые еще не цвели. Чтобы нанук не вытягивалась и не покрывалась коричневыми пятнами, я пробую посадить черенки в землю для суккулентов. Поливаю редко, до мая не подкармливаю. О декоративности можно будет судить через 1,5-2 месяца после посадки черенков. Пеперомия бурбелла. Для размножения подойдут даже старые побледневшие листья со взрослого растения. Листочки не только хорошо укоренились в воде, но и обросли мини-детками. После посадки листовых черенков в землю вырос целый лес с молодых бурбел. Парник и лампы при этом я не использовала. Я решила рассадить несколько деток пеперомии в отдельное кашпо, чтобы к лету получилась полянка из бурбел. Справа стоит материнское растение пеперомия бурбела, с которой я взяла нижние старые листья на размножение. Не ожидала, что они дадут такое количество деток. Вывод такой: если видите в продаже листовой черенок какой-то интересной вам пеперомии, берите его смело, так как они легко укореняются в воде и дают деток. Также успешно я укоренила листовой черенок пеперомии пикколо банда. Вот она уже детка, подрастает. Если хотите быстро создать атмосферу джунглей в своей комнате, то черенкуйте в воде суккулентную лиану Церапегия вуда. Корешки появятся уже на 3-5 день. В воду нужно обязательно опустить междоузлие, из которого появятся корешки. Я выращиваю эту церапегию из 2 черенков. Я почеренковала взрослое растение. Я пробовала укоренять сразу в земле, но результат укоренения в воде мне больше понравился. Укоренение черенков сингониумов требует немного больше времени, чем из других растений, но результат всегда стопроцентный, и молодые растения, в данном случае сорт конфетти, выглядят очень симпатичными. Также я почеренковала сорт Pink Neon. Главное не лениться и сразу же посадить укоренившиеся черенки в землю, где они быстрее и лучше растут и наращивают листовую массу. Впереди еще 5 легко укореняющихся растений, смотрите дальше. Лиана из семейства ароидных Cyndaspsus, сорт Marble Queen. В моих условиях сильно облысел за зиму и позеленел. В марте я его порезала на черенки и укореняю их в воде. На черенках уже есть корни, но они огрубевшие, и их нужно хорошенько размочить в воде перед посадкой в землю. Иначе процесс укоренения может затянуться на месяцы и потребуется парник для свежих посадок. Часто берут промежуточные черенки с одним междоузлием, укореняют их и ждут нового ростка, но так как у меня очень много посадочного материала, я сразу взяла лианы по 20 см и укореняю их в верхушки. Если ваша фиалка тоже за зиму стала похожа на пальмочку, то смело срежьте ее верхушку и переукорените растение в воде. Для того, чтобы облегчить фиалке укоренение, стоит зачистить стволик от загрубевших тканей и оборвать нижние листья, оставив только симметричную верхушку. Корешки в воде появятся в течение 10 дней. Второй метод тоже отлично сработает в весеннее время. Просто воткните стволик в почву для фиалок, слегка полейте и поставьте в горшочек в мини-парничок. Весеннее укоренение через 10 дней также гарантировано, а летом прекрасное цветение королевы домашних цветов. Это листовая химера сорт Little Stinker. Если у вас растет фикус, но тянется вверх одиноким стволом,
то самое время его размножить и посадить 3 фикуса в один горшок. Это очень легко сделать. Промежуточные полуодревесневшие черенки дали корешки уже на 4-й день. Верхушке понадобилась неделя на зачатки корешков вокруг среза. Параллельно укоренению появляется замещающий побег, который отчетливо виден в пазухе листа. Осталось посадить черенки в землю так, чтобы новые побеги смотрели из центра наружу. И 3 фикуса вместо одного готовы встречать сезон 2021. Практически все пеларгонии, в том числе необычный сорт Мистер Джазейр, весной нуждаются в омоложении. Летом эта пеларгония была пышным кустом, но зиму перенесла плохо. Это не беда, я всегда укореняю пеларгонии сразу в земле. Легче не бывает. Этот сорт пеларгонии имеет суккулентный характер, поэтому я укореняю свежесрезанный черенок в очень рыхлом песчаном субстрате, который быстро просыхает и для развитой системы корней летом не подходит. Поэтому через пару недель я пересаживаю укоренившийся черенок для дальнейшего роста в почву для пеларгоний, горшочек 9 см в диаметре. Седум моргана, ампельный суккулент, растет медленно, но размножается легко и быстро. Достаточно пару листиков, упавших на землю, чтобы они укоренились и дали новый росток. Чем больше черенков изначально, тем пышнее куст. Из одного черенка растение растет очень долго длинным единственным хвостом, из-за чего народное название – очиток обезьяний хвост. Растение очень сложно в пересылке почтой, листья осыпаются при малейшем давлении, поэтому взрослый ампель стоит лично принести домой в руках или же заказать отдельными хвостиками-черенками, каждый из которых нужно обмотать бумагой для пересылки. Итак, я показала 10 легких растений для подарков, обмена и красоты. Выбор лучшего цветочка остается за вами. Напишите мне в комментариях, какое растение вам удалось вырастить из черенка и что вы планируете омолодить этой весной. Всем приятных цветочных хлопот и весеннего настроения!